После провала системы Орбана довольно важное и яркое событие сейчас активно обсуждается по, что называется, реваншу, но уже на территории Болгарии и реваншу со стороны российского влияния. По крайней мере, такие мысли звучат, такие факты озвучиваются. Давайте попробуем разобраться, что происходит в Болгарии. А в Болгарии сегодня идут 8-е за 5 лет парламентские выборы. И фаворитом называют экс-президента Румана Радева с его новой партией «Прогрессивная Болгария». Из-за чего в ЕС его уже сравнивают с новым Орбаном. Страна для такой истории подходящая. Одна из беднейших в ЕС. Переход на евро ударил по кошельку, а цены местами сравнивают уже с немецкими. За последние 5 лет болгары голосуют в парламент так часто, что нынешние выборы стали рекордными. 8 по счету. И это признак затяжного политического кризиса, недоверия к элитам и усталости от чехарды кабинетов. На этом фоне обещание наконец навести порядок и сломать мафиозное государство звучит как удобный политический крючок. Перед сегодняшним голосованием Радев вышел на сцену уже не как президент, а как лидер новой силы коалиции партии «Прогрессивная Болгария», созданной буквально за несколько месяцев до выборов и сразу выстреливший в топ рейтингов с примерно 30-34% по опросам. Кампания строится вокруг 3 тем: рост цен, коррупция, усталость от слабых и коротких правительств. При этом его электорат частично пришел из старых структур, бывшие избиратели, специалисты и другие силы, разочарованные в проевропейских и старых системных партиях. Ключевой поворот – геополитика. Радева называют пророссийским. Не только за риторику. Он не раз выступал против военной помощи Украине, критиковал антироссийские санкции и говорил о необходимости нормализовать отношения с Москвой, из прагматизма подчеркивая экономическую выгоду для Болгарии. На фоне поражения Виктора Орбана в Венгрии часть европейских и американских медиа рисует Радева как потенциального нового Орбана. Человека, который изнутри ЕС тормозит общую линию по России и Украине, одновременно играя на теме борьбы с коррупцией и на социальном недовольстве. Логика такая, которую ему приписывают критики, стать для Кремля одной из новых опор в ЕС после ослабления венгерского фактора, превратив Болгарию в голос, который постоянно блокирует жесткие решения по России от санкций до военной помощи. В брюссельских комментариях звучит формула «троянский конь Путина» в Европе. И Financial Times и Политику описывают его как фигуру, способную объединить протест против элит, антикоррупционный дискурс и мягкую пророссийскую линию под лозунгом экономического прагматизма. При этом некоторые эксперты отмечают, что по стилю он мягче Орбана и предпочитает не открытый конфликт с ЕС, а торг и игру на внутренних кризисах. В мировой практике похожий сценарий уже видели. Виктор Орбан годами использовал доступ к деньгам ЕС и механизмы вето, чтобы выбирать для Венгрии преференции и вести более мягкую линию по Москве. А Брюссель отвечал заморозкой части фондов и расследованиями. Схожие элементы есть и в Словакии при Роберте Фицо. Критика помощи Украине, апелляция к национальным интересам и попытка монетизировать недовольство санкциями. А болгарский кейс может стать еще одной вариацией той же схемы. Бедная страна ЕС, усталость от кризиса, новая партия вокруг популярного лидера и обещание порядка в обмен на более мягкую позицию к Москве. Но сейчас, на данный момент, эта история в точке развилки. Выборы только идут, коалиция Радева по опросам фаворит, но итоговая раскладка по мандатам и возможные союзы еще неизвестны. В итоге несколько версий, от жесткого сценария с формированием явно пророссийского кабинета до более размытого, с ограниченным влиянием Радева из-за коалиционной арифметики. Открытым остается главный вопрос. Станет ли он действительно вторым Орбаном с системным конфликтом с Брюсселем, или используемая сейчас риторика – это прежде всего инструмент взять власть в стране, уставшей от вечных выборов. То есть, иными словами, он ведь и себя еще покажет, и все это пока что лишь версии. Давайте об этом не забывать.